Stürme steigen Wolken nah. Flüstern klingt im Himmelssaal. Stein und Schattenklang wird groß. Licht durch Glas, ein helles Los. Привет, друзья! В прошлых 2 сериях мы начали знакомиться с итальянскими Карникскими Альпами. Это уже 3-я серия про Италию. Я не буду пересказывать содержание прошлых серий, они на канале. В этой серии мы продолжим это знакомство. Я покажу вам, как выглядит сейчас место, которое было изолировано от мира примерно 1000 лет. А также расскажу, что сохранилось с тех пор, как повлиял приход сюда цивилизации, а также мы прокатимся по местным деревушкам с уникальной историей и поднимемся в горы, чтобы увидеть все это с высоты птичьего полета. Если честно, когда я планировала эту поездку, я вообще ничего не знала про эти места. И целью было посетить просто северную часть Италии, посмотреть горы. И я искала такие уголки, где не слишком много людей, чтобы можно было спокойно ехать, останавливаться, рассматривать какие-то интересные места, каждую мелочь, без толпы, без туристов. И я случайно наткнулась на это место. Там уже потом по ходу поездки я начала читать про то, что мы проезжаем. И оказалось, что это не просто красивая дорога среди гор, где мало людей, а место с очень невероятной историей. Долгие века было полностью это место изолировано от всего мира. Но давайте я вам расскажу все по порядку, все, что я узнала и увидела в этих местах. У Сауриса есть своя легенда. Говорят, что основали его 2 немецких наемника в 13-14 веках, которые устали от неспокойного мира и пришли сюда искать тишину. И нашли такое идеальное место, чтобы скрыться от всех. Но более вероятная версия, и у которой есть свои исторические подтверждения, то, что в 13 веке сюда пришли переселенцы из австрийских долин и остались тут жить. Но мне кажется, что обе версии вполне достоверны. Скорее всего, может быть, вначале пришли эти 2, а потом еще пришла кучка людей. Возможно, это были их родственники, знакомые, а может быть и нет. Но в любом случае они там остались жить, и первые, и вторые. И первое достоверное упоминание датируется 1318 годом. Есть уже какие-то свидетельства о том, что там была жизнь уже. Представляете, веками тут не было нормальных дорог, и поэтому связь с внешним миром была очень ограничена. Люди жили в этой своей долине, маленькой такой цивилизации, и поэтому смогли сохранить и старинные обычаи, и свой язык даже. Ну, теперь я расскажу про саму долину. Мы едем по долине Лумей. Она всего 12 километров длиной, но находится она высоко в итальянских Альпах, то есть около 1200 метров над уровнем моря. Вокруг мощные горные хребты, и через них сейчас-то всего несколько дорог. А представляете, веками здесь была только одна единственная тропа наружу из этой долины. Зимой по ней было пройти практически невозможно, потому что зимой снег, завалы,
А весной и осенью, ну, тоже под большим вопросом, так как тут такие дожди, что нормальный человек при этих дождях точно не рискнет тащиться по горам. Так что тропа использовалась очень редко. Получается, люди здесь жили большую часть года полностью отрезанными от мира. Вот. Но с другой стороны, отсутствие хороших дорог было их с такой своеобразной защитой. Вот именно в этой изоляции образовалась коммуна Саурис. Сегодня здесь живет всего около 390 человек. И здесь есть две главные деревни – Саурис-ди-Сотто и Саурис-ди-Сопра. То есть Саурис нижний и Саурис верхний. Сотто нижний, Сопра верхний. И между ними расстояние всего несколько километров. Ну, тут вся долина-то всего 12 километров, поэтому далеко они стоять от друг друга ну никак не могут. Еще есть немножечко домов, которые там разбросаны чуть-чуть там, 2-3 дома, и даже им там какие-то названия тоже присваиваются. Но не суть, во всей долине все равно здесь живет не больше 390 человек. Если смотреть по данным, которые сейчас имеются, то в Нижнем Саурисе сейчас живет 150 человек. А в верхнем что-то у них там сложности с подсчетом какие-то, и отмечено так, что, ну, и в остальном Саурисе, короче, считая даже разрозненные эти дома, а все остальные. Ну, вот такая статистика даже на сегодняшний день. Циркушка стоит прямо на краю. Как удивительно. И ведь стоит она не на самом высоком месте, а чуть ниже деревушки. Но очень красивое место. Обалдеть. На такой высоте. Камера моя определяет 1328 метров. Вот деревушечка. И сзади опять горы. На 390 человек у них есть две церкви, в каждой деревне по одной. В них стоят алтари 1520-х годов от одного и того же мастера. Türme steigen Wolken nah. Flüstern klingt im Himmelssaal. Stein und Schattenklang wird groß. Licht durch Glas, ein helles Los. Oh, Kathedralen, himmelweit. Echo trägt durch Raum und Zeit. Glocken singen, Chöre frei. Ein Lied, das bleibt und nie vorbei. Stufen tragen alte Spur. Kerzen weinen still wie nur. Hallengewölb, wo Stille ruht. Glaube Zeiten Balken tut. Orgel golden Tönen zieht. Schand im Wind, der weiter flieht. Klanggewebe hell und klar. Flüstern ewig immer da.
закрытые. Вон цветочки, календула растет. Календулу выращивают. Все деревянное такое. Ешка. Такая деревушечка. Высоко. Мы можем здесь покушать, наверное, если хочется. Мотоциклисты нас преследуют на мотоциклах. Красота какая. Смотри, сколько их. Их тут больше 10, по-моему. У них тут это встреча. Как красиво. Они уже там песни поют. Первое время я вообще не поняла, что происходит. Мне показалось, что вокруг много туристов из Германии, и что они болтают все между собой по-немецки. Но я подумала, что это просто такое совпадение, что просто сегодня очень много. Но некоторые из них были похожи на живущих здесь, на местных, а не на приезжих. И потом, когда я уже начала читать эту историю про эти деревни, у меня пазл сложился, что передо мной были не немецкие туристы, а на самом деле это такой вот законсервированный кусочек немецкой цивилизации, который тут сохранился в Италии почти целую 1000 лет. И местные разговаривают на немецком, но не на совсем немецком, а на архаичном немецком. Это такой у них образовался свой местный диалект старого немецкого языка, в котором есть даже, получается, слова из старого немецкого, которых нет уже в современном немецком языке. И этот свой диалект у них называется царейш. Вот, они на нем разговаривают. Этот язык знают только здесь. Больше на нем нигде не разговаривают в мире. Какой красивый дворик. Там можно водички набрать. Домики такие деревянные. Везде розовые цветочки. Красота какая. Почта. И тут у них отделение почты.
Собака. Осторожно, во дворе злая собака. О, какое коромысло висит. Коромысло. Это он к себе вот домой так идет, да? Через эту. Я просто тут снять хочу туда. Здесь. Представляете, 1000 лет назад сюда пришли переселенцы из Австрии и сохранили какой-то свой диалект, свои традиции. И рождественские песни они поют на своем архаичном немецком языке. Ну, кроме итальянского, кстати, и фриульский они еще знают. То есть, по сути, местные жители вообще трехязычные. Они знают итальянский, фриульский и свой диалект сохраняют. Вот. Так что и мне не послышалось, это был действительно немецкий. Но так как я немецкий не знаю, я этих тонкостей не улавливала, но потом вот прочитала, что это, оказывается, очень такой своеобразный немецкий язык. Тоже какой-то ресторанчик можно покушать. И знаете, что меня здесь очень сильно зацепило? Я вдруг поймала себя на мысли, что хочу хоть ненадолго почувствовать, как это жить здесь. Представляете, твой мир – это маленькая долина, несколько деревень, и все. Все свое, все знакомое, свой уголок, свой ритм, свои люди. Ты знаешь тут каждый камень, каждую тропинку, каждую травинку. И тебе этого достаточно. Жизнь здесь, наверное, ощущается какой-то очень особенной. Потому что вокруг высокие горы, настоящие такие, как защитные стены вокруг. Они веками защищали долину лучше любой крепости. Они создают какое-то чувство уюта, безопасности. Ты как будто находишься в такой большой комнате. И здесь тихо, спокойно, и как будто вот внешний весь мир, он где-то там, за перевалом. А у тебя здесь свой закрытый мирок. Да? И я про себя просто думала, как это жить, как все, когда все вокруг знают друг друга. Ты рождаешься, и тебя знают все соседи с рождения. Ты растешь у всех на виду. Ты знаешь историю каждой семьи, а они знают твои. Тут просто невозможно быть анонимным. Невозможно вообще потеряться и исчезнуть в толпе. Тут все как на ладони. С одной стороны, это, наверное, дает какое-то чувство близости, единства, чувство, что ты часть чего-то такого большого и родного. А с другой стороны, как-то немножко страшновато представить, что у тебя нет никакой вообще приватности. И у тебя нет шанса начать, например, жизнь с чистого листа. Да? То есть твоя история все равно за тобой тянется, тебя все знают. И я вот, например, честно, не могу до конца себе этого представить, сколько бы я ни фантазировала в своей голове. Просто потому, что я сама росла совершенно в другой обстановке. Я сменила 9 школ за время своей учебы, и я жила в 6 разных странах. То есть, представляете, это все время новые города, новые улицы, новые люди, постоянные переезды, постоянная адаптация под новую культуру, новые правила игры, так сказать, да. И мне это не давало возможность сильно как-то прирастать к одному и тому же месту. И я часто даже завидую тем, у кого есть вот такие глубокие корни. Знаете, когда человек вырос в одном дворе, учился в одной и той же школе,
вокруг одни и те же люди, и он с 1 класса до выпускного проучился в одном и том же месте и повзрослел в этом месте. Потом, допустим, куда-то уехал, и когда уже стал взрослым, потом возвращается туда. И у него такое чувство ностальгии, ему вокруг все родное. А у меня такого никогда не было. И поэтому такие места, как Саурис, они для меня особо притягательные. Это не просто место, да, в котором люди всю жизнь свою прожили, а тут веками просто, да, история тянется. Мне просто любопытно, каково это быть частью какой-то такой вот конкретной местности. То есть ты вплетен в эту историю местную, ты часть ее. Но немножко мне, наверное, даже грустно от этого, потому что у меня уже никогда не будет такого опыта, я не смогу это понять до конца. Ну, вернемся к деревням Саурис, верхний и нижний. Сегодня в долину цивилизация вошла на полную ногу. Сюда построили хорошие дороги, тут проложили хорошие тоннели, тут построены мосты. Здесь даже построена, здесь есть площадка для вертолета, для того, чтобы в случае чего, да, помощь можно было вызвать. Здесь сейчас, у меня даже, я не знаю, есть сомнения, хотят ли они быть настолько изолированы, как ранее от всего мира, да. Я не спрашивала, но мне кажется, судя по тому, как многие старые дома превратились в гостиницы и апартаменты, которые можно снять через Booking или через Airbnb. Нижние этажи их старинных домиков – это ресторанчики очень красивые, вкусные, со своей местной едой. Мне кажется, они уже, может быть, и не очень-то хотят быть очень закрытыми от всего мира. Да. Здесь есть своя знаменитая ветчина, уже знаменитая за пределами этой лагуны, прошутто ди Саурис называется, слегка копченая, на буке с ароматами дыма и трав. Есть у них, конечно же, и сыры с их альпийских пастбищ, а также есть свое крафтовое пиво Царе Бир. Ну вот, посетив эту долину и эти деревушки, я поняла, что это не просто деревушки в горах. Это маленький островок древней Европы. Это особенное место, где живет язык, которого больше нет нигде, на котором больше никто нигде не разговаривает. И ты как бы чувствуешь, что оказываешься немножечко в другой эпохе, в другом мире. С одной стороны, как-то жаль, что они больше не являются такой закрытой цивилизацией. Но с другой стороны, как я уже сказала, мне кажется, что они больше и не хотят этой изоляции. Собака, тебе нравится, да? Ой, скажи, как здорово. Там дальше тоже кое-что. Вниз идет Пойдем. прогулочная далеко. Тут у них дрова. А вон то белое, это, скорее всего, как горные реки текут, Да, когда? Стекаются, как снег сходит. Как снег, наверное, весной сходит. И вот видно прямо Ходят такие. вместе с камнями. Да, сходит вместе с лесом и с камнями. Это вот озерцо. Классно. Тишина такая, красота. Да. Отсюда смотришь, деревни вообще не видно. Угу. У нас собака себе сделала пирсинг в носу. Вот чебурашка. В траве валялась так, что в носу теперь пирсинг. Вон. Посмотри сюда, солнце мое. Ах ты, боже мой. А как вытаскивать будем? Вот так вот. Ай!
Да ты еще и укусила меня. Нечего мой пирсинг трогать, да? Я его старалась сделала, а ты мне его вытащил. Ну что тебя носит во все стороны? В любом случае, я была рада показать вам эту секретную долину, рассекреченную долину, и поразмышлять с вами о бренности нашей жизни. И всем, кто досмотрел до конца, моя отдельная благодарность. Буду рада, если напишите, было ли вам интересно. Ведь я не travel-блогер, и я не умею рассказывать так профессионально, как это умеют делать они. Но в своем отпуске, просто передвигаясь по таким красивым и особенным местам, невозможно этим не поделиться, имея свой канал. Так что напишите мне что-нибудь, напишите, как вам понравилось это видео. Козей. Притормози. Пасет типа. Ну да. Пастух. Ну, штаны уже. Как страшно. Мы покидаем прекрасное место Саурис, но наш путь по Италии еще продолжается. Сегодня нам нужно успеть в новое место, и это я покажу вам в следующей серии. Будут новые впечатления и новые истории, новые рассказы. Про вот эту дорогу могу лишь сказать, что я ожидала, что она будет более такой спокойной, но я была не права. Дорога оказалась очень высокой, впечатлений было много, мне было страшновато. Но было вообще здорово, прежде чем покинуть Саурис, подняться на самую высокую точку, откуда видно всю эту долину. Забрались на высоту 1725 метров над уровнем моря. Здесь прям прохладненько. Прям хорошо прохладненько. Мотоциклист поехал. Дорога, конечно, очень крутая. Rising spires touch the clouds, whispered prayers in vaulted shrouds, stone and shadow weave a hymn, light breaks through the glass within. Oh, cathedral sky so high, where echoes of the ages fly, bells that sing and choirs reply, a song that never says goodbye. Steps of stone worn by the years can
ti